Проблема всех вышедших после финала ходячих спин-оффов в том, что они сами не знают, с чего себя начать и о чем повествовать. Самое главное предложение нелепо заруинили год назад, закончив все, не успев начать, хотя там было о чем поведать, что, видимо, вообще похую. Мало кого волновало из их создателей, в том числе и основной каст сериала, это Эндрю Линкольна и Данай Гуриру, они тоже занимались кураторством проекта. Остальные же два спин-оффа, Дэрил Диксон и Мертвый город, вообще себя ни к чему не обязывали, потому что и не нужны были по факту. Первый же нашел неизведанную и занятную лазейку. Европейский антураж, колорит французских улиц и лиц, контрастирующих с главным героем, создавали необыкновенное ощущение новизны. Дополнялось это все обновками в лице стероидных покойников, сносящих все на своем пути. Сегодняшний же пациент, что в первом сезоне, что уже в начале этого, сам не понимает, о чем он. Точнее, он о негаснущем конфликте, который мусолит уже третий год. 3 сезона вселенной ходячих мертвецов подряд. Но если иметь в виду его более тонкое наполнение, то оно куда скуднее того же Диксона. А его еще и продлять собираются. Первый сезон очень скупо и наигранно вернул Мэгги и Нигана в сюжет, создав вокруг последнего вновь культ личности, из-за которого его руками Мэгги хотел вернуть Хорват. Уже эта вся завязка шоу печалит. Да, несколько удачных моментов может и было, связанных со школьным некогда учителем, конечно же. Но в остальном душнина душниной, всем фанатам извиняйте. Чем же пытается удивить и порадовать первый эпизод уже второго сезона? Бедный Джеффри уже видно, как устал от того, что делает во вселенной ходячих почти 10 лет. Этим он и пытается открыть этот сезон. Измотанный до нельзя Ниган, жующий по байкам актеров настоящих тараканов, вновь по велению недозлодеев надевает кожанку и хватается за новую лютиль. И герой во всем этом эпизоде, по-моему, очень четко показывает и желание самого Джеффа выкинуть эту биту куда подальше, хотя бы потому, что трюк это много раз использованный. Но он не может. Ниган, имею в виду. Его жену и ребенка, коих мы за оба сезона не видели и, думаю, не увидим, поймали в плен Хорват и Дама. Что с этим делать, пока не ясно. Я посмеялся, потому что это очень глупо, это подвешенное ружье, которое мы даже не видим. В общем, под этим шантажом Ниган вновь пытается косплеить себя из 7-го сезона ходячих на потеху вот этому деду. Основной конфликт намечается вокруг захвата города вавилоновцами и битвы за него людьми Дамы и Хорвата, которые с помощью Нигана пытаются присоединить к себе несколько других шизоидных сообществ на Манхэттене. Зачем все это надо и почему зрителю стоит это показывать? Авторы, видимо, думают, что это очень интересно. Хотя пока что ощущается, вообще никак. В плане, разве мы человеческие стандартные стычки не наблюдали огромное количество раз за несколько спин-оффов? В том же Диксоне это хоть разбавлено чем-то в духе средневековых орудий, каких-то штук нестандартных и так далее. А в МГ, в Мертвом городе, все максимально скучное и дефолтное в этом плане. Более того, ощущается более бесцельным и ведущим в никуда. У Дэрила того же хоть четкая цель есть, домой вернуться. Тут же все занимаются чем-то просто чтобы заниматься чем-то. Особенно в новом сезоне это пока что касается... Эта леди в очередной раз решает не находить себе места и отправляется туда, откуда еле смогла унести ноги сезон назад. Да, с одной стороны маршалы прижали ее к стенке, но с другой это защита своих людей от их возможной жертвы на войне с Хорватом, такое себе оправдание, когда дома у тебя есть сын. Мелкая тоже за Мэгги урывается, но у нее мотивов словно побольше более чем у Мэгги, хотя, возможно, мы всего не знаем. Предположить можно и то, что Мэгги хочет докопаться до того, кто эта женщина, изображенная на эскизах Хершела, хочет узнать, что она сделала, а Мэгги явно знает, что она сделала. Она это буквально в эпизоде видела, поэтому, возможно, хочет уже отомстить. Очередная месть, а заодно попытка спасти Нигана. Возможно, но пока что можно только гадать, в комментах жду ваше мнение и предположения. Вот.
Что касается главной болячки этого спин-оффа, антагонистов, то тут все тоже, если честно, непонятно как. Вроде бы есть такая из себя дама, которая по факту никто, как и Хорват, раз уж без Нигана, до которого они допытывались месяцами, сделать ничего не могут, а вроде бы ее словно и нет. Она просто маячит в кадре несколько секунд, создает руками сценаристов прозрачную стену для Нигана, которую он не может переступить, чтобы хоть как-то белыми нитками сшить сюжет. Максимально пустое место, а не персонаж, как и Хорват, который нужен лишь для связи прошлого Нигана и Нигана настоящего. С ними связан лишь один открытый вопрос, что будет с ними делать Ниган и Мэгги. Первый явно должен выбираться из того положения, в котором оказался, потому иных причин действовать, кроме как уничтожения своих нынешних компаньонов, у него нет. Да и Мэгги, вероятно, руку хотя бы к Хорвату должна приложить. Из показанных новых группировок же отмечать будто бы и некого. Все пока безликие и интерес не вызывающие. Узнаем, что будет дальше. Честно, пока все как-то печально. Да, промо-ролики обещают более занятный контент в дальнейших эпизодах, но на данную секунду все как-то тухленько. Надеюсь, авторы проекта знают, что делают, потому что сезон назад ощущалось, словно они не знают, чего хотят и делают просто, чтобы делать. Надеюсь, вам хотя бы эпизод понравился, поболячим мне, поэтому жду ваши отзывы и ощущения в комментах. В Телеграме, кстати, осталась группа, вроде еще не до конца мертвая, надеюсь, канал тоже. Ну, были мотивы и причины ничего не делать, скорее больше моральные, нежели какие-то физические, но и они тоже. В общем, вот в Телеграм подписывайтесь, до скорых, надеюсь, по-настоящему до скорых видео. Sorry.